Всем привет! Ситуация у нас такая морозным утром. Колесо мое переднее перестало крутиться. Кто смотрел предыдущее видео, то я о нем уже рассказывал. Ситуация, которая произошла вчера, оно у меня так же само заклинило. Я стер себе колесо, и у меня вылез даже корд. Наша задача сейчас найти энергоаккумулятор. Так, энергоаккумулятор у нас вон там сверху. Ну что, друзья, предыстория была такая. Вчера, как и в последнем видео, да, я пересек границу и двигался в сторону Швеции. Точнее, по Швеции уже. Было минус 15, минус 17. Я заехал в магазин. Я даже тягач не глушил, быстренько сбегал. Прибежал обратно, и мне нужно было делать паузу. Я думаю, проеду до какого-нибудь кармашка, чтобы на стоянке для магазина никому не мешать. Выехал с магазина, успешно притом. Доезжаю до кармашка, останавливаюсь в кармашке. Буквально секунды. Я смотрю, что интернета вообще нету. Думаю, блин, как-то ж фильм надо смотреть под обед. И я выезжаю с кармашка. И метров 100-200... у меня стопорится колесо. И я понимаю, что ни туда, ни сюда, но едет. Едет, я немножко по дороге так вот поповорачивал, оно, тягач управляется, то есть, так. И ищу следующий кармашек, чтобы остановиться. Потому что если бы я остановился на дороге, буквально могло бы не досчитать, я мог быть до 5, как приехала бы полиция. Кто-то встречно, любая машина вызвала бы полицию, тем более в тех местах, морозных, так сказать, там очень быстро на это все реагируют. Я просто вообще от солнца ничего не вижу. Во. И полиция приехала бы и посмотрела бы, что у меня не крутится колесо, вряд ли бы мне кто-то дал бы. То есть здесь такое, если бы, например, как на кого нарвался бы, но 80%, что меня бы никто к тягачу не подпускал бы, чтобы я там что-то ковырял, лез под тягач, крутил. Словил я хорошего камешка, сейчас со встречки прилетело. В общем, все идет к какому-то, блядь, концу просто. Я не знаю. Так, как у нас без переднего тормоза одного? Нормально. Жить можно. Так вот, что они сразу вызвали бы викинга. И тут уже цена вопроса исчислялась бы в тысячах. Меня бы потянул бы викинг до ближайшего сервиса. Они бы растормозили мне колесо и потянули бы меня до ближайшего сервиса. Ближайший сервис где? В Скелефте, 200 километров. Вот прикиньте, викинг бы тянул меня 200 километров. То есть на ровном, считайте, месте. Поэтому я тянул до кармашка так, как была такая возможность. У меня такое чувство, что у меня еще какое-то колесо где-то не крутится, потому что у меня не едет тягач. Или тут реально такой гололед, прям минус 13. Наверное, все-таки на поворотике был гололед небольшой. Значит, когда у вас перестает крутиться колесо, вам выбивает ошибку на АБС. Будь это прицеп, будь это... Если у вас опять-таки исправный АБС, он не заглушенный, то вам выбьет ошибку на АБС. И плюс, конечно же, в зеркалах, на поворотах, на кольцах можно посмотреть на это дело. В общем, я тяну до кармашка. Смотрю первый кармашек перед горкой. Я думаю, нет, надо тянуть в кармашек, где я нормально, во-первых, будет пошире. И потому что кармашки очень узкие. Вот даже уже, чем вот этот сейчас был. И я уже протянул, короче, я километра 3, наверное, 5, может быть.
до кармашка. А дорога была лед, не такая, как здесь сейчас вот асфальт, да, виден. Я думаю, блин, да ничего вроде бы не должно быть. Но по факту, вот когда я остановился, я увидел, что протер просто, стер протектор. Что дальше, значит, только я остановился, затянул ручник, все, опять у меня не крутится колесо. То есть и потом я уже в дальнейшем понял, как только я затягиваю ручник, у меня сразу же оно не крутится. То есть мороз в местах падал до минус 7, у меня также ничего не работало. Все, сегодня утром я проснулся, пробовал. Вчера, да, на стоянку, как только я приехал, просто сразу на автомате у меня щелк, я ручника клац и затянул. То есть все. Какой вариант был, как я думал, ехал до стоянки, думаю, сейчас я остановлюсь. То есть машина, если не будет катиться ни назад, ни вперед, я выскочу и заблокирую прицеп. То есть, точнее, вначале с кнопки здесь, в кабине, я его заторможу, и потом пойду выдерну кнопку, то есть, и все, спокойно буду спать. Вот. Но я забыл про это, и, то есть, затянул ручники, все, с утра я минут 10 пробовал манипуляциями разными, тормозы, ручники тут нажимал, переключал, в общем, ничего не помогло. Я пошел, выкрутил болт этот на энергоаккумуляторе. Ну и, конечно же, благо всему, что у меня вес практически равен нулю. То есть 3 тонны, это никак вообще не влияет практически на переднюю, тем более ось. И вот сейчас я еду в режиме поднятый ленивец на прицепе и поднятый мой ленивец, естественно. За счет этого у меня нагрузка с передней оси уменьшенная. Я вчера экспериментировал, если я опускаю ленивца на тягаче, то нагрузка, естественно, увеличивается, у меня начинается большая вибрация. Начинает еще больше его долбить. Потом на базу мы едем. То есть мне нужно спуститься на выгрузку, это 800 километров еще. Вот. И мы будем рядом с портом, что-то там, возможно, загрузят или прицеп какой-то груженный. Но, скорее всего, загрузят, потому что и прицеп нужно на ремонт. То есть всю сцепку нужно гнать на ремонт. И мы будем выбираться на Эстонию. Ну и с Эстонии я уже домой с закончившейся визой. Итак, ребят, отъехал я чуть подальше, где поменьше мороза. Я не знаю сколько, но комфортно. Я тут пока разложил инструменты, подготовился. Что мы будем делать? Мы это колесо, так как мост у меня подъемный, и в данный момент он у меня не задействован, я снимаю это колесо и ставлю его наперед. У нас не совпадают параметры. Это 55-ка, там 65-ка. Ну, вариантов других нет. Это лучше, чем ведущее я поставлю. По крайней мере, я сохраню ширину колеса. Сюда я его назад 65-ку, наверное, не смогу поставить, так как когда ведущий ось поднимается, он поднимается впритык сюда. Вот. Мне придется снимать запаску мою, которую я снял с этого прицепа в предыдущем видео. Так. И поставить ее сюда. Вот. Собственно, такой план. Геморройный, но вроде как самый оптимальный. Поврежденную эту самую запаску ставить я не рискую, так как все-таки еще путь не близкий до базы. И рисковать я не буду. Тем более переднее колесо. Если переднее колесо бахнет, то мама не горюй. Вот это вот все полетит в тартарары. Фу, что ж, значит, я только что догнал, когда вывернул колесо, что энергоаккумулятор у нас вот здесь, что мы просто можем вывернуть колесо и выкручивать этого болта. Поэтому вот кому-то будет урок, и мне в том числе. То есть, ну, с передними колесами я вообще никогда не работал, ни с энергоаккумулятором, ни с чем. Ну и как-то по привычке поперся под машину, в общем, какого-то хрена. Но вот так получается у вас такой доступ здесь, если вы вывернете колесо. Все, первым делом я махну местами запаску с прицепным колесом. Вот. Ну и потом займемся тогда уже передним колесом. В общем, вот я открыл первую дверь с горем пополам. И сейчас вторую. Видите, вот она, тентовая проблема. Постоянная вот эти вот в зимнюю погоду ручки. Но, по крайней мере, у меня они просто под снегом, и поэтому они вроде как открываются. Так, аккуратно надо. Во как. Да. Че я сюда полез? А, вот мой груз козырный.
За доской я сюда полез. Подушки спустил полностью до конца. Сейчас подставлю домкрат и подымем мы нашу ось. В смысле не подымем, а ну все правильно в принципе. Так. Мясорубка незаменимая штука, конечно. Это вещь конкретная. Так, последний у нас болтик, гайка, точнее. И все. Баллоник у меня тоже не в лучшем состоянии. Пережил он, наверное, блокаду Ленинграда. Но когда тоже принимал, смотрел, как-то не додумался посмотреть внутрь его. Но на будущий урок в следующий раз буду смотреть, чтобы баллоник был хороший. Вот. Пошло, отлично. Все, хватит. С прицепами, конечно, колеса менять гораздо лучше. Вот с передком придется мне повозиться. Все, что мы? Снимаем колесо и потом снимаем запаску. Скинули мы запаску, сейчас я ее сразу назад ставлю. Мы закрываем вопрос с прицепом. Идем мы с передним колесом бороться. Мясорубкой при закрутке болтов ни в коем случае не пользуйтесь. Лучше проедьте и потом перетяните, потому что можете посрывать нахер шпильки. Первое, что нам нужно сделать, это снять колпачки. У меня специальные клещи есть. И колпак у нас найти нужно 2 болта, которые держат колпак. Вот один, значит, напротив второй должен быть, да? Вот. Вот второй. Вот такими мы зажимами сейчас хирургическими удалим это дело. Постараемся мы ничего не поцарапать. Как понимаете, что сюда мясорубку-то я уже не вставлю, пока не сниму колпак. Отлично, вообще налегке. Я думаю, их вибрации уже расслабило. Вот и второе пошло. Эти колеса нормально пойдут, потому что их же меняли перед зимой, поэтому они как бы в принципе не так давно и меняны. Так, ну что, колпак у нас в теории... Блин, здесь 4 их. Вот еще один. Я так понял, да? Или он тут везде прижатый? Не может быть такого. Здесь в ткани вот эта вот часть все снимается. Я отстегнул эти замки, но вот здесь внутри еще отсюда нужно выкручивать эти самые болтики. Я, короче, не стал заморачиваться, так как это дело давным-давно здесь все стоит и не снималось неизвестно сколько. Я не стал, в общем, рисковать. Теперь выкручиваю колесо, чтобы подставить домкрат.
такой нелегкий. Румыны решили здесь глючить. Вот мне здесь они вообще просто не на руку. Но это кастомс, я надеюсь, до меня они не доебутся. Пока двое пошли проверять у него прицеп, третья девушка полезла к нему в кабину. Вот так. Кастомс эти ходят по всем машинам. На данный момент остался я один. Меня пока прошли мимо. Я стал дальше ковыряться, я не стал тут ничего прикидываться дурачком, что я все сделал. Дальше ковыряюсь, что-то спросит, что-то спросит. Таха у меня на молотках, поэтому мне париться нечего. Ох, так. Первый есть. 4 держат первый. Вот оно что. Все-таки. И второй. Куда бы мне их еще положить? Вот такая вот, ребята, здесь штука. Hi. Hello. Да уехали, мне аж прям легче стало. Так, перчаточки, наверное, пора мне менять. Не выкидывать, а просто поменять на сухие. Но это зимние. Вторые у меня сухие, они у меня полегче. Поэтому пока еще... Я чувствую просто, что влажное. Начинаешь только переставать двигаться, и возникают проблемы. Диски за них заходят, все, значит, отлично. Короче, зажимаем, снимаю с домкрата и сложить еще запаску на место. Вот он, вертель с мясорубкой. Что-то я сразу не допер. И все удобно закручивается. И быстро. Работенка готова. Все, собираю манатки. Колпаки я не ставлю сюда наперед. Буду еще перетягивать, останавливаться. И погнали. Ну что, тронули? Ну, сейчас выйду на асфальт и пойму, есть ли какая разница или нет. Итак, на все про все у меня ушло 3 часа 15 минут. То есть вот 3:15 это было, когда я сел уже в кабину и включил камеру. Выезд, конечно, здесь так себе. Ну, придется в наглую влазить, потому что здесь стоять до вечера я тоже не намерен. Как бы машинка далековато, но... Еле со стоянки вышел. Налить, выезд на дорогу сложно. Машина легкая.
Ну, вот все, что я могу добавить. Как едет машина? Явно лучше, чем было. Руки у меня не трясутся, потому что у меня уже начинала потиху голова трястись. И явно ее с меньшим высотой протектора, высотой колеса, да, ведет. Если руль отпускать, ее ведет в правую, получается, сторону. Ну вот сейчас до 80 раскочегарюсь. Все, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и пишите свои вопросы. Все, увидимся в следующем видео. Всем пока.